Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 20 копеек 1943 года. Монета серого цвета, изготовлена из сплава меди и никеля. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Гурт ребристый. Состоит из множества насечек. Параметры монеты. Диаметр 21,8 мм. Масса 3,6 грамма. Толщина 1,4 мм. Сплав медно-никелевый. Гурт рубчатый. Насечки выполнены вертикально. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты более 80 миллионов штук. Аверс монеты. Крупно изображен герб СССР образца 1936 года с 11 перевязями ленты на колосьях пшеницы, по числу союзных республик. Нижняя лента связывает пучки колосьев вместе и олицетворяет РСФСР. Остальные распределены по 5 штук с каждой стороны. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Под гербом вдоль канта имеется надпись «СССР». Крайние буквы расположены выше средних. Реверс монеты. В центре изображен щит в виде квадрата со скошенными углами. Внутри щита указан номинал в 2 строки. 20 коп. Цифры значительно крупнее букв. Снаружи под щитом горизонтально указан год чеканки. 1943. Нижняя часть букв повторяет изгиб канта. Вверху слева направо изображен колос пшеницы, заходящий за щит. Слева и справа имеются дубовые ветви, по 3 листочка и одному желудю на каждой. 20 копеек 1943 года имеет 13 разновидностей, одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. В разных нумизматических каталогах описано от 12 до 17 штемпельных разновидностей монеты. При этом часть из них некоторые нумизматы-исследователи относят не к полноценным вариантам штемпелей, а лишь к подгравировкам. Наиболее ходовые разновидности оцениваются в 300-400 рублей, а встречающиеся реже оцениваются уже порядка 1200-2000 рублей. Плюс в этом выпуске есть редкости за 35-50 тысяч и перепутка ценой в 100 тысяч рублей. Обилие использовавшихся при чеканке 20-копеечников 1943 года вариантов штампов аверса и реверса напрямую связано с тем, что монетный двор работал в условиях военного времени в эвакуации. Штемпеля в тот период подвергались износу сверх всяких норм. Многие специалисты с производства ушли на фронт. Не хватало ни граверов, ни оборудования. В итоге рабочий инструмент приходилось подгравировывать и применять по максимуму сверхнормативно. 12 основных разновидностей 20 копеек 1943 года сформировались в результате использования при чеканке 3 вариантов штампа реверса и 7 аверса. Родные 20-копеечные штемпеля лицевой стороны различаются количеством ости в нижней гребенке слева от звезды, длиной нижней ости на втором справа колосе, а также размерами молотовища и просветов между витками ленты. Причем на всех них звезда плоская, а на перепутке с неродным 3-копеечным аверсом она разрезана на 5 ромбов. Для начала рассмотрим цену стандартной монеты, и впоследствии уже перейдем к разновидностям. Итак, средняя цена монеты 20 копеек 1943 года составляет 130 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности, и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Также для начала рассмотрим варианты реверса монеты. Их всего 3. У первого варианта у ближнего слева от щита листа с наружной стороны 3 выреза. У второго варианта у ближнего слева от щита листа с наружной стороны 4 выреза. У третьего варианта у ближнего слева от щита листа с наружной стороны 3 выреза. Ямка в срезе у левой ветки. Определите по фото на экране и запомните, какая у вас разновидность реверса, так как впоследствии будем разбирать только разновидности аверса монеты. Первая разновидность. На аверсе монеты к левому нижнему лучу звезды подходит 8 недогравированных остей. Верхняя ость крайнего правого внешнего колоса короткая. Реверс монеты относится к варианту Средняя цена первой разновидности составляет 300 рублей. Вторая и третья разновидность
У данных разновидностей аверс монет одинаковый, отличия заключаются в реверсе монеты. Итак, на аверсе монеты к левому нижнему лучу звезды подходят 8 четких остей. Верхняя ость крайнего правого внешнего колоса длинная. Реверс второй разновидности относится к варианту а реверс третьей разновидности к варианту Б. Средняя цена второй разновидности составляет 1200 рублей, а третьей разновидности 35 тысяч рублей. Четвертая и пятая разновидность. У данных разновидностей аверс монет одинаковый, отличия заключаются в реверсе монеты. Итак, на аверсе монеты к левому нижнему лучу звезды подходят 8 грубо гравированных остей особого рисунка. Верхняя ость крайнего правого внешнего колоса короткая, лучи солнца под земным шаром с наклоном. Реверс четвертой разновидности относится к варианту Б, а реверс пятой разновидности к варианту В. Средняя цена четвертой разновидности составляет 300 рублей, а пятой разновидности 40 тысяч рублей. Шестая, седьмая, восьмая разновидности. У данных разновидностей аверс монет также одинаковый, отличия заключаются в реверсе монеты. Итак, на аверсе монеты к левому нижнему лучу звезды подходят 6 плохо гравированных остей. Правый – самый длинный луч солнца на конце с утолщением. Верхняя ость крайнего правого внешнего колоса короткая. Реверс шестой разновидности относится к варианту А. Реверс седьмой разновидности к варианту Б, а восьмой разновидности к варианту В. Средняя цена шестой разновидности составляет 35 тысяч рублей, а седьмой разновидности 400 рублей, восьмой разновидности 1500 рублей. Девятая разновидность. На аверсе монеты к левому нижнему лучу звезды подходят 6 плохо гравированных остей. Правый – самый длинный луч солнца на конце с утолщением. Верхняя ость крайнего правого внешнего колоса короткая. Зазоры между лентами очень узкие. Реверс девятой разновидности относится к варианту Б. Средняя цена девятой разновидности составляет 1200 рублей. Десятой и одиннадцатой разновидности. У данных разновидностей аверс монет одинаковый, отличия заключаются в реверсе монеты. Итак, на аверсе монеты к левому нижнему лучу звезды подходят 6 плохо гравированных остей. Правый – самый длинный луч солнца на конце с утолщением. Верхняя ость крайнего правого внешнего колоса короткая. Зазоры между лентами узкие, ручка молота и лезвие серпа очень широкие. Зерна колосьев толстые. Реверс десятой разновидности относится к варианту а реверс одиннадцатой разновидности к варианту Б. Средняя цена десятой разновидности составляет 50 тысяч рублей, а одиннадцатой разновидности 2000 рублей. Двенадцатая разновидность. На аверсе монеты звезда в гербе большая, фигурная, разрезная. Реверс 12-й разновидности относится к варианту А. Средняя цена 12-й разновидности составляет 100 тысяч рублей. И 13-я разновидность, специального чекана. На аверсе к левому нижнему лучу звезды подходят 6 плохо гравированных остей. Правый самый длинный луч солнца на конце с утолщением. На реверсе монеты у ближнего слева от щита листа с наружной стороны 3 выреза, цифры дата оригинального рисунка. Средняя цена 13-й разновидности составляет более 95 тысяч рублей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!